Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире Кинокафе, с вами по-прежнему Давид Саралидзе и Игорь Маликов. В прошлом выпуске мы говорили о фильмах, которые номинируются на Оскар, такие как «Участок», азербайджанский фильм, и фильм «Край», который Алексея Учителя, да, «Край», который номинировался от нашей страны на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» для США. А сегодня мы поговорим о грузинском фильме, который номинируется на Оскар. Этот фильм Левана Кугуашвили, который называется «Прогульщики». Действие, собственно, разворачивается в Грузии 90-х годов. Нас отсылает к вот такому постсоветскому нуару 90-х. Фильм очень похож на те советские фильмы, которые снимались, в принципе, в России и на территории СНГ. Похож внешне, скажем так. Да, он похож больше внешне, да, но это такая вот чернушка, такая вот. Ну, не совсем она чернушка по сюжету, она чернушка по формальным каким-то признакам, потому что снято это довольно скромно, специально, нарочито, в духе таких наших картин начала 90-х. То есть такая своеобразная помесь артхауса и нуара 90-х. Фильм, да, без излишеств, такого прямого натурализма, реализма. Ну, натурализма там нету, к счастью, в отличие от некоторых наших картин. Например, 90-х. И 2000-х, например, фильм... 2010-х иногда. Да, 2010-х. То есть это не бубен-барабан, сразу скажу, там, это не волчонок. Вот, картина, несмотря на то, что она повествует... И даже не чужая. И даже не чужая, да. За этой всей оболочкой такой достаточно страшной скрывается достаточно добрая картина. Нежный даже, можно сказать. Главный герой такой 45-летний наркоман, так случилось, и его подставляют спецслужбы, вот, и заставляют, ну не спецслужбы, заставляют шантажировать, подсадить на наркотики его друга, сына его друга, а его друг это высокопоставленный чиновник, и вот его сына приходится подсадить на наркотики, чтобы шантажировать этого высокопоставленного чиновника. Вот, а дальше этот герой испытывает чувство раскаяния, он пытается выйти из этой ситуации, ему тяжело, в общем, о его вот этих метаниях, о том, как он ищет выход из этой ситуации. Рассказывает эта картина. Ах ты. Чекирайне, уже чеки. Бичу აი ამათ ფულს რო გავატანთ, რამე თუ მიქარის აი გერვე დაუშვა. არა, მოდი. ერთ მამაშენის ვაკაცი ვიღაც თან პატარა ხარ და არ მოგწემე რა. არ თქვი? უყვირი ხარ. აწავლას ბიჭო. ბიჭებო. და ეს დამრჩა. რა თქვი? ეი, ნახევრი მოვიდა. ადმოა პურთხები. ეხლა ვიცი რომ არ ახარ დაიქე. ამო რა დამიჭირეს? აი ეგეთი იყავი მთელი ცხოვრება და ეგეთი მოკვდები. Вот она идет у нас в прокате, должна скоро выйти, поэтому я надеюсь, что лучше зрители сами сначала посмотрят, а потом уже поговорим о ней более подробно. Но тем не менее несколько общих слов сказать нужно о этой картине вот в русле всего кинематографа Грузии современного, скажем, о том, какую она будет занимать позицию в фестивальном движении. Если говорить о фильме «Прогульщики», как ты считаешь, все-таки это кино жанровое или это больше авторское кино? Ну, вот здесь такой вопрос самый сложный. То есть, в принципе, жанр виден, то есть это такая драма. Жанр виден, да. Драма бытовая. Это даже не бытовая, криминальная. Криминальный. Криминальная. Если не детектив, то да, драма. Вот, потому что, с одной стороны, все жанровые клише, время, перестройка, продажные там власти, подкуп. С другой стороны, эта история именно не о стране, не о системе прогнившей с целью там разоблачить о том, как все плохо, а о человеке, который попадает в сложную ситуацию, пытается как-то примириться там, с совестью, со своим внутренним убеждением, что так делать нельзя, хотя он подсажен, в общем, наркоман. У него физическая привязка, это не просто моральное раскаяние. Вот, и здесь побороть себя, это побороть в том числе еще физически. Мне кажется, это типичная драма. То есть это человек, который борется с собой и с внешним миром. Да, но драма может скрывать какие-то вопросы социального характера. Может быть, например, так называемый жанр был в Советском Союзе производственная драма, когда рассматривалась проблема именно предприятия.
или с завода, или конкретного рабочего, который тоже с тобой олицетворяет какой-то класс. То есть я могу То снимать есть, социальную допустим, той же картину, самой драму. производственной драмы, и вся драма заключалась в том, что поставщики гады, или что-нибудь типа того. Нет, где на заводе? Да. В случае. Ну Нет, да. не обязательно. Например, вот есть хороший фильм, называется «Премия». Советская картина. Ее одно время очень... По поводу нее очень одно время хорошо юморили. Даже Хазанов рассказывал в своих монологах, что есть замечательный советский фильм «Премия» про то, как завод отказался от премии. На самом деле фильм очень серьезный. Герой, которого играет Леонов, он отказывается по премии не потому, что хочет там отдать все государство, считает, что недостоин, а потому, что на заводе происходят кражи. Там воруются деньги, завод не выполняет тот план, который он обозначает, и эта премия, она это скрывает. То есть люди получают премию ни за что. Но это не просто ни за что, вот мы скромные. Тут дело гораздо хуже. Завод вообще не справляется со своими обязанностями. То есть это надуваловка. 8 месяцев. Вот, пожалуйста. Пацан проработал 8 месяцев и уже отказывается от премии. Уже от его имени сидит здесь бригадир и заявляет: Батарцева перечеркнуть, Соломахина перечеркнуть. Лев Алексеевич, ну вот как ты относишься к этому предложению, если так честно, по первому движению души? Павел Емельянович, если мы примем предложение Потапова, это будет правильно. Ну, спасибо. И герой бунтует против этой надуваловки. Он хочет, чтобы все было по-честному. Если героям дают премию, если люди действительно выполнили планы, руководству или конкретному рабочему, то его должны давать за дело. На самом деле, если там копать дальше, получается такая нехилая эта критика вообще на систему вот это вот распределения, когда заводу дают план, он его выполнить не может по объективным причинам. Вот. И, в общем-то, проблема стояла очень серьезная, насколько она могла стоять. Конечно, в общем-то, фильм как критика всей коммунистической там, системе экономической не получился и не должен был быть. Но сама основной посыл был, в общем-то, ясен. Проблема на производстве. Да? Это такая производственная драма. А герои, они имеют свой характер, имеют свои там, черты, но проблема не в них. Они не согласны, но проблема лежит в других пределах. Потапов, Здрасте. я попрошу взять листочки и написать объяснительную, почему ваша бригада отказалась от премии. Ничего я писать не буду. Почему? Потому что не хочу. Мы обязаны знать причину отказа. Будет портком, вы узнаете. Я не знаю, когда будет портком, а докладывать в трест о причинах отказа я обязан сегодня, сию минуту, сейчас же, понимаете? А что за спешка? Пожар, что ли? Ну не задавайте глупых вопросов. Идите, пишите объяснительную. Мне работать надо. А есть лирические комедии или именно драма, фильм как драма, который рассказывает о человеке, который попал в сложную ситуацию, начинает там меняться, происходит его изменение. Он там был жестким семьянином, то есть семьянином и верил в карьеру. Что-то произошло в жизни, перестал верить в карьеру и там распустил семью и стал вольно наемным, да, и за свободный брак. Или наоборот. Драма, которая рассказывает именно об изменении внутри человека. Так здесь вот в картине, возвращаясь к картине «Прогульщики», социальная драма, то есть это драма социальная с одной стороны, С другой стороны криминальная, с третьей это все-таки история человека. И в этом, если поменять декорации, сказать, что это не Грузия 90-х, там, а Советский Союз там, 80-х или Советский Союз там, другого года, ну или современная Россия, например, принципиально ничего не изменится, потому что история о человеке как таком останется. Фильм занял достаточно много призов на европейских фестивалях, и хотелось бы немножко уделить внимание этим фестивалям, чем же все-таки они полезны. И, Фестивали полезны, ну, просто в прошлой программе, когда мы говорили конкретно об Оскаре, а речь шла о том, что все там достаточно предопределено, вот, и большая часть людей отсылает фильмы туда, зная, кто же что получит, и зрители там больше любят тусить, чем смотреть эти фильмы и так далее. В общем, выявили все негативные стороны фестиваля. Давай же выявим позитивные. Выявим позитивные стороны фестиваля, да. На фестивалях можно посмотреть те фильмы, которые не будут идти в прокате. Потому, ну, малокассовые, допустим, или малобюджетные. Да, именно. Хотя очень много фильмов мы пропускаем из-за того, что и обыватель пропускает из-за того, что нету возможности их посмотреть. То есть обычно в обычных кинотеатрах и такие фильмы не показывают. Их просто не закупают. Хотя фильмы хорошие, фильмы смотрибельные, но, к сожалению. Вот для этого есть фестивали, которые могут их показать. Да.
А фестивали второе могут показать кино тех стран, о которых мы мало что знаем и не знаем их кинематограф. И знаем ли, что вообще там кинематограф... И знаем ли вообще, что там есть этот кинематограф? Да, и думаем, что кинематографа нет. Вот в этом году 65 стран представило. Из них очень много стран такого, ну, не передовые кинодержавы. Представили свои картины Иран, представил свои картины Ирак. Болгария представила картины и так далее. То есть очень много государств, которые имеют свой кинематограф. Я вот тут недавно узнал, что Иран, оказывается, рекордсмен кинопроизводства. Ну, это не рекордсмен производства, ты не знаю, насколько там много реально картин снимается. Во-вторых, опять-таки рекордсмен по отношению, в общем, к чему? Количеству зрителей, количеству там всеобщему кинопрокату. Выпускаемых. Количество выпускаемых картин. Ну, знаешь, я знаю некоторые иранские картины, говорю, что их снять довольно просто. Это фильмы, снятые не на самую дорогую технику, а, как правило, они реалистичные, там никакой фантастики, исторических эпосов, это картины про современный быт. Снято это довольно просто, без всяких излишеств, поэтому, конечно, такие картины можно выпускать в довольно большом количестве. Если же мы снимаем исторические эпопеи, драмы, мелодрамы, у нас жанровое кино, особенно фантастическое кино, это требует денег. Музыкальное кино. Вот, музыкальное и так далее, то, в общем, здесь так много картин ты не нашлепаешь. Я почему вспомнил музыкальное кино, то что в Индии очень много музыкального кино в Болливуде, Да. там целая школа. Почему-то она никогда не участвует ни в каких